Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели и товарищи в студии. Сегодня 27 августа 2018 года. Встречалась Ангела Меркель, как мы знаем, недавно с Владимиром Путиным в Берлине. И вот на прошлой неделе она совершила, как пишут, кавказский вояж в Грузию, Армению и Азербайджан. Прокомментируйте, пожалуйста, этот визит. Да, визит сам по себе интересный, никто ничего не понял, и от этого визит, естественно, еще более интересный. Некоторые обратили внимание на то, что визит состоялся непосредственно сразу после рабочей встречи Путина и Меркель, встречи, при которой Путин совместил поездку с неформальным мероприятием, посетил свадьбу министра иностранных дел Австрии. Вот. Другие обратили внимание на то, что одновременно с турне по Кавказу, когда Меркель посетила Грузию, Армению и Абхазию, Путин встретился с лидерами, Азербайджан. Путин встретился с лидерами республик Абхазии и Южной Осетии. Вот эти вот два события, они уже что-то показывают. А вот что показывают аналитики, пока не разобрались. Они копаются в песочнице, в той самой. Что-что? В той самой песочнице? Да, в той самой песочнице. Для них важно, какие там конкретные договоренности, какие там, что достигнуто, чего не достигнуто. Вот. А на самом деле управление идет другой стороной, не там, где копаются вот эти аналитики. Некоторые сторонники вот этого кровавого клоуна Николы Пашиняна, у него есть возможность повторить феерический успех этого Горбачева, как его любили на Западе. Но феерический успех Горбачева связан с тем, что был разрушен наш большой дом Советский Союз, и была принесена война на территорию Большого Советского Союза, начались конфликты. А феерический успех Николы Пашиняна, надо полагать, будет связан с тем, что начнутся снова боевые действия между Азербайджаном и Нагорным Карабахом, то бишь Арменией. Так что ли стоит понимать? Вот. Всех сторонников Николы Пашиняна поздравляем с такой постановкой вопроса. А вообще, понимаете, чтобы было попонятнее. Вот есть некоторые люди, они как дети, когда пытаются повторить что-то, когда делают взрослые, и у них все выходит смешно и некорректно. Вот визит Меркель в Армению, он ознаменовался тем, что Меркель с Пашиняном вышли в люди, среди народа погуляли. Этот вопрос вообще как бы уже достаточно обыденно. Это раньше, когда, там, скажем, Горбачев выходил к людям, или сейчас это нередко, когда Путин, например, со Шрёдером, они выходили к людям, и все это делалось с определенным уровнем понимания самого процесса. И даже сторонники Николы Пашиняна отметили, что что-то в этом визите, вернее, в этом выходе к людям не так. Понимаете, всегда должна соблюдаться определенная сакральность власти, уважение, общение и все прочее. Все это должно быть. Когда Путин выходит к людям, когда они со Шрёдером вышли к людям, прогулялись, там по кружке пива выпили, да? При этом все было сделано на таком уровне, что ни у кого не возникло ни малейшего смешка, что все это было понятно, что да, руководители стран такие же люди,
Да, руководители стран, они ориентируются на интересы людей, но при этом их должностное положение таково, что и отношение должно быть к ним соответствующее. Это выражается во всем общем духе. А что было в выходе Меркель и Пашиняна к людям в Армении? По улицам слона водили, как видно на показ. То есть Пашинян вывел Меркель как слона на улицу. Он даже это опошлил. Он даже здесь опустил на такой уровень, что вот эти вот абсолютно несуразные селфи, не просто вот с человеком сфотографировались, а сама проведение формы, это настолько опускало Меркель в глазах людей и настолько показывала, что Пашинян вообще не на своем месте как глава государства. Он даже не понимает, чем он занимается. Он просто клоун, которого поставили играть роль. Но Рональд Рейган был актером. И когда ему сказали, когда его избирали губернатором, вы там не сможете, он говорит, я столько раз играл в своей жизни президентов и королей, что неужели вы думаете, я не справлюсь с ролью губернатора? Он справился с ролью президента Соединенных Штатов. Но он не клоун, он актер, он играл. А Пашинян, он клоун. И все его действия, они с этим связаны. Но тем не менее, Меркель отработала великолепно, даже в такой непростой ситуации, где Пашинян вообще не понимал, что он творит. И все эти его демократические там селфи-палки и все прочее. Ну что с человека взять? Вопрос в другом. Зачем же все-таки Меркель поехала на Кавказ? Вопрос отстройки от проведения глобальной политики, которую проводят Соединенные Штаты, проводя свою внешнюю политику, то есть американская страновая элита, проводя свою внешнюю политику, влазит в сферу глобальной политики, глобального предиктора. Так вот, вопрос отстройки от этой политики настолько назрел, что уже сейчас откровенно идет разговор о том, что Европе и всему миру необходимо отстроиться от того инструментария, который находится в руках страновой элиты, американской страновой элиты. И министр иностранных дел Германии поднял вопрос о том, что необходимо создать свою систему SWIFT, альтернативную той, которая находится сейчас под управлением Соединенных Штатов. И Европа сейчас, она отстраивается от Соединенных Штатов. Вопрос о том, что сейчас реально происходит, он стоит очень и очень остро. Вот если мы возьмем Соединенные Штаты, то там сейчас начинается новый виток событий, связанных войной страновой элиты Соединенных Штатов с президентом Трампом. Президента Трампа обвиняют в том, что он якобы недостаточно жесток по отношению к России. Хотя, если взять фактологию, то более жесткого президента Соединенных Штатов трудно найти по отношению к России. А почему воюют против президента? Вот уже даже его внебрачного ребенка вытащили там на свет, уже грозят импичментом. Вот. И в ответ на этот импичмент что говорит президент Трамп? Он говорит, что если состоится импичмент, то вас постигнет экономический крах. А Джулиани, его адвокат, заявляет о том, что в случае импичмента Трампа будет восстание народа в Соединенных Штатах. О чем они говорят? Американской страновой элите, которая паразитирует на том, что вытягиваются ресурсы со всех стран мира в Соединенные Штаты, и которая
хочет сохранить свое вот это паразитическое положение, не понимая, что это уже гибель, что больше нельзя паразитировать на всем мире в таких объемах, вот, хочется победить Трампа и продлить свою агонию. А это продление вот этого своего положения, это означает развязывание Третьей мировой войны. Если не получается локальный, значит нужно развязывать всеобщую. Они не понимают, что за лужей они не отсидятся. И когда Трамп говорит о том, что будет экономический крах, он говорит о том, что он представляет глобальные силы, в руках у которых есть управление экономикой всего мира. И тогда Соединенные Штаты будут, чтобы они не принесли Третью мировую войну в мир, нужно будет обрезать очень и очень жестко. А это значит экономический крах Соединенных Штатов. И тогда все американские чиновники по всему миру, лишившиеся своего положения по управлению миром, весь американский страновой бизнес, построенный на паразитировании, на вытягивании ресурсов всего мира, он просто рухнет, их напрочь отстроят. И вот в этом плане показателен скандал с поставкой обуви в американскую армию под лейблом «Сделано в Соединенных Штатах». А на самом деле было сделано в Китае. То есть, вот здесь вот понимаете, когда Трамп хочет закуклить, он представляет глобальную элиту, глобальное управление, им нужно отстроить Соединенные Штаты от управления процессами всего мира, им нужно, чтобы Соединенные Штаты прекратили паразитирование на всем мире, но тогда огромное количество американских чиновников, управляющих процессами во всем мире, становятся безработными, они не хотят этого. Но тогда американский бизнес страновой элиты, построенный на вытягивании ресурсов со всего мира, тоже рухнет, они не хотят этого. Но от этого закукливания выигрывают, собственно, Соединенные Штаты и американский бизнес внутри Соединенных Штатов. То есть там развивается производство, те же самые ботинки, которые производились в Китае, будут производиться теперь в Соединенных Штатах. Согласно закону американскому, что все, что производится для армии, должно производиться на территории Соединенных Штатов. Вот. Так вот, американская страновая элита, она желает развязать войну повсеместно. И они накатываются на Трампа. А что в результате этого происходит в мире, они вообще не понимают. А в результате этого происходит Европа. Смотрит Европа на то, что происходит в Соединенных Штатах, и говорит, нас это дело не устраивает. Вот опять же, всего лишь месяц назад тот же министр иностранных дел Германии говорил о том, что мы больше не можем полагаться на Соединенные Штаты. Соединенные Штаты ненадежный партнер. Значит, надо выходить, нужно создавать свою систему. И вот одной из ключевых точек, где Соединенные Штаты могут развязать войну, является Кавказ. И именно для этого Соединенные Штаты, приложив гигантские усилия, привели к власти кровавого клоуна Пашиняна. То есть, смотрите, он пришел на уличном недовольстве, его никто не избирал, но теперь он говорит, я не буду уходить в отставку, а иначе меня не переизберут. Народ же за меня не проголосует. Меня, выдвинутого народом, вот те, которые силу с улицы предъявили, да, те народ. А вот те, которые голосуют и работают, это не народ. Армянскому народу вообще избранием Пашиняна плюнули в лицо. Им показали, что их воля, их интересы ничего не значат. Есть только интересы Соединенных Штатов, и какого клоуна поставят им во главе, тот и будет руководить. Дальше Пашинян говорит, я сам в отставку не уйду, не буду исполнять закон, я новый закон приму. А теперь нужно еще правосудие переходного периода. То есть у меня будет совершенно по-другому все оформлено правосудие. Мы же народные интересы должны защитить, то есть должны защитить мою возможность паразитировать на армянском народе и бросить его в войну, в которой армянский народ будет уничтожен.
Ну, нормально. Вот. И толпа, вот он великий, он Горбачев. Ну, получите. Если он таким путем пойдет, он приведет войну в Армению по полной программе. Вот. А он ее старается вести. Одно то, что он против Кочаряна возбудил уголовное дело, и то, что он против представителя в руководстве ОДКБ от Армении уголовное дело вплоть до ареста, пришлось вмешиваться уже даже России в этот процесс. Вы что творите? А он творит ровно то, на что поставлен он был Соединенными Штатами. И Соединенным Штатам нужна война. Но здесь, повторяю, американская страновая элита входит в клинч с планами глобального предиктора. Армения – это 3000-летний проект. И никто позволить ему таким образом играть не может. Значит, нужно какие-то элементы стабилизации положения на Кавказе. Вот Путин с Меркель встретились и составили примерный план. То есть Меркель поехала на Кавказ не для заключения каких-либо договоренностей. И то, что там в Азербайджане, в Грузии к Меркель обратились с какими-то просьбами, а в Армении ни с какой просьбой не обратились, это просто показатель того, что Пашинян находится жестко под управлением Соединенных Штатов, и базы для договоренности с Меркель у него нет согласованной позиции, то есть ему не дали директиву из Соединенных Штатов, как себе вести на переговорах с Меркель, что просить, а что отказывать. А Меркель приехала для одного – сказать непосредственно: ребята, положение такое-то, прежний ваш хозяин уходит, и у вас остается только одно – договариваться с новыми центрами силы, которые будут представлены на Кавказе. И этот новый центр силы, вы же прозападно настроенные, вот я вам приехала. Я представитель нового центра силы, и вы должны договариваться теперь с нами. Но имейте в виду, у России есть свой интерес. И Путин встречается с руководителем Абхазии и Южной Осетии. Поэтому давайте вот на этом балансе. Я буду представлять ваши интересы, западные имеется в виду интересы, за это вы будете уходить из-под крыла Соединенных Штатов под Европу. А я уже буду говорить с Путиным. И вот здесь баланс западных интересов и интересов народов, населяющих Кавказ, вот, западные интересы элиты так называемой кавказских республиков диаметрально расходятся с интересами народов Грузии, Азербайджана, Армении, кого угодно. Элиты не представляют интересов народа. И именно но элиты осуществляют управление. И вот Меркель, она работает на элиты. Она перехватывает их от Соединенных Штатов. И это начало диалога, это начало выстраивания новых отношений под управлением нового центра. Уже не из Соединенных Штатов, а из Европы. Республики Кавказского региона должны быть управляемы из Европы. Вот зачем приехала туда Меркель. А не для того, чтобы какие-то там конкретные договоренности. И свою задачу она великолепно выполнила.